Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом OnePlus 13R. Насколько он крут, стоит ли он внимания со своей металлической рамкой, абсолютно прямым экраном, 4К 60 FPS, разумеется, на основном модуле. Помимо этого здесь еще есть и телевик, помимо этого еще и механический переключатель звука. И вроде бы все волшебно, еще IP65, плохо, правда, что не 67 или не 68. Если здесь недостатки, как много их, насколько волшебен Snapdragon 8 Gen 3, хотя уже есть 8 Elite, и можно ли считать это классным субфлагманом, я расскажу вам, разумеется, в ролике. По ходу пьесы, чтобы не было скучно, сравню его с Xiaomi 14T по съемке. Исходники фото можете скачать в моей личной телеге. Это у нас даже не субфлагман, все-таки 14T, но другой бренд. Я вот стараюсь все время из разных ипостасий брать, допустим, BBK бывший и Xiaomi. Как он ведет себя в играх, посмотрите обязательно на канале для стримов про жарку, потому что там я его гонял. И насколько они хорошо смогли его реализовать, вы узнаете, как всегда, в ролике. Этот процессор в данном смартфоне. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в минималистичной упаковке из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка хорошая, в комплекте у нас краткое руководство, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой и ключ для извлечения прорезиненного слота под две сим-карты. Чехла нет, как и нет блока питания. Габариты смартфона 162 на 76 на 8,3 мм без блока камер, а вместе с ним 11,3 мм. Вес смартфона 205 граммов. Напоминаю, что розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянные. Это я разыгрываю Poco X6 Pro ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. Начнем. OnePlus 13R доступен в черной и в серой расцветке. Дизайн минималистичный, плюс от меня за прямые грани без закруглений, как в модели OnePlus 13. То есть там они пытались сделать гибрид водопада с прямым экраном, здесь он чисто прямой. С другой стороны, сильных изменений, в отличие от прошлых моделей, здесь нет. Тыльная часть выполнена из стекла, рамка из алюминия, за что отдельный плюс. В руке смартфон лежит комфортно, блок камер не крупный, кнопку питания и качели регулировки громкости разместили слегка ниже, чем в модели OnePlus 13, но все равно довольно высоко в сравнении с расположением кнопок на других смартфонах таких же габаритов. Чуть-чуть да удобней. В 13-м вообще непривычно. Собран смартфон хорошо, ко всему 13R имеет защиту по стандарту IP65, но топить его намеренно вовсе нежелательно. Далее на корпусе расположили USB Type-C OTG версии 2.0 и K-порт, механический переключатель режимов звука, за что плюс, микрофоны и динамики. Плюс в настройках можно выбрать профиль сценария и профиль среды. Качество звука хорошее, но перекос по звуку между динамиками есть. Вибромотор отличный, он имеет поддержку технологии O-Haptics и возможность настройки. Мини-джека не завезли, что уже привычно. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя, субфлагманской плотностью пикселей в 450 ppi, небольшими рамками. Частота обновления экрана динамическая от 1 Гц до 120 Гц. Тест на частоту дискретизации касаний выдал средний результат. Мультитач же на борту, и на 10 касаний экран откликается довольно быстро. Яркость, по моим замерам, 1100-1200 люксов, но он немного поработав, будет вам показывать иногда 900. Магия вот этого вот великолепного экрана в том, что он может просто сбросить до 7 сотен люксов, допустим, как у меня на OnePlus 13 уже было. Это происходит редко, но бывает. Опять же, ты это увидишь только если у тебя есть люксометр. Думаю, с прошивками допилят. И второй момент, немаловажный. Здесь почему-то в автомате работает автояркость. Я такого нигде не встречал. То есть даже если у тебя автоматическая регулировка яркости отключена, подносишь светильник, допустим, и он все равно увеличивает яркость. Может, это и хорошо, но я считаю, что для этого и существует ползунок автояркости, чтобы мы сами выбирали. Полноценный настраиваемый АОТ, разумеется, в наличии. Результаты шима не особо радуют. Шим поднимается где-то до 40%. Опять же, возможно, на этой яркости вы не будете его использовать. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, не
внедренного в экран, функция распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо и довольно быстро, разумеется, промахи проскакивают, но редко. Завести можно до 5 отпечатков, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя. Функция распознавания лиц срабатывает даже под углом, но внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,3 ГГц, используется графический процессор Adreno 750, оперативная память LPDDR5X у меня на 12 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 256 ГБ, интерфейс Oxygen OS 15 на базе Android 15 версии, имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Разумеется, 4G все бенды на борту, также есть поддержка eSIM. Датчик приближения отрабатывает без проблем, Bluetooth-чип установлен в версии 5.4, а список Bluetooth-кодеков вы видите на экране. Для бесконтактной оплаты есть встроенный NFC-модуль, на данный момент можно устанавливать МИРП и спокойненько оплачивать покупки. GPS двухдиапазонный и тест показывает точность до 3 метров. Далее, емкость аккумулятора 6000 мАч, PC-марки OnePlus 13 выдает 8 часов 1 минуту при максимальной герцовке и максимальной яркости, что неплохо. Как проходит тротлинг-тест, вы видите на экране, и в принципе он был идеален, кроме одного момента. При том, что он был без чехла, в Work Performance выбивает 12 833 балла. Смарт поддерживает быструю проводную зарядку до 80 Вт, а вот беспроводной и беспроводной реверсивной зарядки здесь нет. Заряжается он от 0 до сотки, смотрите, без активированной функции быстрой зарядки. Час 10 с активированной функцией зарядки быстрой. У меня за 55 минут заряжался, вроде должен заряжаться вообще за 50. Думаю, батарея раскачается и будет все значительно быстрее. За час просмотра видео на YouTube смарт тратит примерно 3% заряда. В играх уходит около 20-25. В зависимости от игр в конце расскажу поподробнее, и на пользу стрима, на прожарке я уже его гонял. Перейдем к тестам. Что у него с Geekbench, 3D Mark и всем остальным тоже. В принципе, процессор уже обузданный, понятный и, честно, 1 900 000 баллов в Antutu он выбивает. Хотя стресс-тест в Antutu проходит ужасно. Storage-тест показывает бомбические 212 тысяч. Основной сенсор здесь установлен Sony на 50 мегапикселей с апертурой 1.8 оптостабом и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхстабилизация доступна при 1080p 60 FPS. Есть сверхширик Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2. И последний телеобъектив S5KG N5 на 50 мегапикселей. Вот мы и дожили, что в R-ке есть телевик. Фронталка на 16 мегапикселей с апертурой 2.4. Максимальное разрешение для съемки видео 1080-30 FPS у фронталки. И это прям лютая печаль. В сравнении со смартфоном Xiaomi 14T данная модель выдала значительно худшие результаты. Для начала просто отмечу, что сверхширик и фронталка снимают с фризами и тормозами. Также 13R больше красит, а у 14T цвета выглядят более натуральными. Кто бы мне сказал, что я в сравнении с кем-то Xiaomi буду натуральным называть, да? При этом всем 13R иногда выдает более детальную картинку, нежели 14T. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Исходники фотографий для сравнения скачивайте в моей личной телеге и делайте, как говорится, сами выводы. Ну что, 4К 60 FPS, лифт Xiaomi 14T и OnePlus 13R. Насколько хорошо один или другой справляется, видите сами. Хочу отметить, что ни там нет на ультраширике, разумеется, 4К 60 FPS. Разумеется, нельзя перейти на фронталку, и все это довольно скромно. Но вот что из этого скромного нравится больше вам, смотрите. А по ультраширикам 4К 30 FPS у Xiaomi против 1080p 30 FPS у 13R. Считайте, у 13R ультраширика нет. Ну и 4К 30 FPS у Xiaomi и 1080p 30 FPS у 13R на фронталочку. Как вам такая история? Лучше бы не сравнивал, да? Мораль, лучше бы не сравнивал. Но надо. Так, очень тихо работают кондиционеры. Фото всего этого хаоса вы можете посмотреть в 4К 60 FPS сейчас, либо фотки в моей личной телеге и сравните, что там хорошо или плохо получилось. Чем больше хаоса, тем лучше. Почему? Потому что тем больше объектов сможете оценить. Разумеется, ночную съемку тоже будем сравнивать. Разумеется, за камеру вы платите, мне кажется, половину стоимости, и за алгоритмы, и за сенсоры, и за фронталку, и за основу, за все. И они должны быть уже приличные. Все-таки 25-й год идет. Вот так вы сможете снимать. Давайте супер плавно с этих двух смартфонов. Медленно и верно. И
съемка очень даже ничего. Иксы, повторяюсь, X6 против X6 здесь. Ну да, у Xiaomi просто мыло с иксами чистой воды. А вот по ультраширикам другая история. Вот вам Xiaomi и вот вам OnePlus 13. Xiaomi 4К 30 FPS, OnePlus для ультраширика 1080p 30 FPS. Считайте просто вот прям затычка затычкой. И здесь иксы X15 против X10. Хотя опять же вот иксы, смотрите-ка, так интересно. Разрешение разрешением, а в иксах лучше. По мне однозначно OnePlus. Две фронталки в неприятных условиях. У Xiaomi как мультик. Прям как будто у меня позади ничего нет. Кстати, у OnePlus тоже в принципе. Но у OnePlus можно предположить, что я реально не позади меня зеленый фон. А у Xiaomi чистая вода, ощущение, как будто у меня просто позади зеленый фон. Вот такой вот динамический диапазон. У OnePlus хоть что-то он пытается. Чуть-чуть. Так, 4К 60 FPS. Я не понимаю, что за пересвет, но вот так вот отрабатывает у нас основной модуль в 4К 60 FPS. И он не должен так отрабатывать вообще. И я бы сказал, какая-то дымка на 13R, но подобная дымка с шумами у нас была и с 13-шкой. Но я сейчас вам скажу, что минимальный, но есть здесь дымка минимальная, она есть. Так, ультраширики, которые не хочется сравнивать, но я думаю, что вот это мыло на 13R вам хватит 10 секунд. Так, ну что, две фронталки. Надеюсь, что я буду перекрикивать это великолепные песенки, потому что что? Потому что иначе меня забанят ролик. И все. И самый облом — это не когда у тебя монетизация отваливается, когда у тебя отваливается просмотр в каком-то регионе, в каком вы сами понимаете. Вот так сможете себя ночью снимать, а лучше, конечно, эти фронталки не использовать. На Xiaomi еще хоть как-то, на OnePlus днем только можно. Так, две основы, 4К 60 FPS, и прям так и хотелось помочь при том, когда фотографии делал, помочь с автофокусом. Но я не стал. И также не стал помогать с балансом белого и с экспозицией, потому что процессоры становятся мощнее и там какие-то вычисления, а вот сам смартфон через свои сенсоры не может понять, что ему нужно экспозицию поправить или уменьшить контрастность. Ну, короче, это их проблема. Вот если сейчас смотреть на этот цвет, вот сейчас, кстати, вблизи все видно, какого он цвета. Плюс-минус. И когда ты отходишь, сразу видно, у кого пересвет. Ну вот сейчас делает дичь, кстати, OnePlus, к слову. Xiaomi тоже не волшебен при работе со светом, но вот так. Ну что, две фронталки, ночь, и вот позади меня конь. И здесь справляется тоже лучше Xiaomi, объективно. Может быть, вы видите что-то другое, но, опять же, я фронталку мучаю в разных условиях, потому что все так мучаю. Можно сказать, что просто отстаньте от этого OnePlus, но я не отстану. Это Snapdragon Gen 3, это субфлагман. 13-шка — это флагман. Правильно? Ну и, как говорится, ради чего мы все здесь собрались. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, день. И сейчас вы увидите все и закат, и в движении. И повторяю, что лучше всего всегда все познается в сравнении. Особенно, когда смарты плюс-минус будут стоить, я думаю, одинаково. Спокойненько идем. Можно, наверное, еще медленнее идти, но тогда, ну, давайте еще медленнее. Тогда картинка должна быть еще лучше. Разумеется, если вы будете это все на стабе каком-нибудь DJI делать, картинка будет еще лучше. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. И заодно проверяем, насколько хорошо смарты могут отрабатывать в реальных условиях эксплуатации лоб в лоб. Вот так примерно сможете снимать на основу на эти два смартфона. Сейчас мы пробежимся вниз, поснимаю чуть-чуть против солнца, на фронталку, отдельно,
Вы обратите внимание, как все-таки по другому восприятию происходит ночных съемок, сравнения, плюс по другому восприятию съемки в движении, в сравнении, если отдельно. Отдельно тебе кажется вау, картинка всегда кажется норм, а когда вместе, ты уже видишь, допустим, вот какие-то фризы местами, помимо фризов еще происходит великолепный баланс белого прыгает. Ну, у Xiaomi контраст выкручен. И в целом вот так все это будет выглядеть на пляже. Не сказал бы, что плохо или хорошо. Вот оно, солнце. Съемка против солнца. И море. Иксы. X6. X6. Ну, иксы точно не для Xiaomi. Никак. Так, и вот здесь все просто. Вот смотрите, это ультраширик. Основа. X2. И даже в 1080p 30 fps, потому что с телевика у OnePlus, наверное, даже с телевика у OnePlus качество 1080p 30 fps лучше. Вот он, телевичок. Ну что, 4К 60 fps, я вам сейчас скажу по цветам. Вот эти вот деревяшки. У Xiaomi чуть-чуть они светлее, чем надо, а OnePlus желтит, и зелень у него не та, и у Xiaomi зелень не та. Вообще не сказать, что где-то у кого-то прям соответствует. Но телевичок X2 и X2 у Xiaomi. Кому нужно X2. X1. Вот так. Зелень. Ни души. Ну что, еды мало не бывает, и я вам скажу, что по цветам, но он чуть-чуть выкручивает яркость, чуть-чуть, но очень прям близко. Очень близко. Может быть, чуть-чуть немного более блекло, но очень-очень близко. Хорошо. X2. Ну, изумировать, понятно, здесь вряд ли можно что-то активно, но X2 нормальный. Даже X2 и 3. 2.5 смотрибелен, да? 4К 60 FPS, и, как говорится, примеров мало не бывает. Я знаете, о чем подумал? По факту Snapdragon 8 Gen 3, ну это прям уже супер мощный процессор, и здесь по большому счету есть основные фишки OnePlus. Это вибро, это переключатель механический, это 4К 60 FPS на основной модуль, пусть и не супер волшебные, ну да, но они есть норм. И пусть даже ультраширик здесь ужасный, основные функции эта штука выполняет, и здесь вопрос цены. R-версия всегда хороша. Это печаль печальная. А как основа отрабатывает, повторяюсь, вы можете сравнить с тем же OnePlus 13, и, кстати, 13 в глобалке тоже, которую я выгружу, я думаю, через дня 2. Вот. А китайский уже был. То есть можете посмотреть китайскую версию. Хотя, опять же, два идентичных смартфона. И вот так примерно у вас может это дело получаться.
Надеюсь, что выбор вот этот, когда OnePlus из бывшего BBK сравнивается с 14T, понятно, что по стоимости, скорее всего, OnePlus будет дороже. Интересно. Вот. Если по ПО, разумеется, я бы выбрал OnePlus. Я говорю, я поэтому анализ никакой не делаю, потому что, то есть вы получаете железо и там мощное, супер мощное. Как оптимизация и там проходит, ну, у Паласа чуть-чуть лучше, хотя не факт, смотря под что. То есть нужно форумы смотреть. А если говорить про камеры, вы сейчас их видите. Все, остальное вы сравниваете там. Скорость зарядки вам нужна или автономность, смотрите, что автономнее. Но плюс-минус сейчас вот эти андроиды, даже у Xiaomi одинаковые. У Xiaomi единственная вот эта реклама в прошивке, которая многих бесит. Но если вы сидели на Xiaomi, почему не их? Если вы сидели на OnePlus, я повторяю, что процессор здесь мощный, и весь кайф от оболочки вы получите. Насчет внешнего вида, да какая в топку разница, потому что да, я ношу, допустим, смартфон без чехла, но исключительно в рамках эксперимента, чтобы вам рассказывать, что у меня вот сегодня 2 раза упал на кафель iPhone 16 Pro Max, и мне безумно повезло, что он не разлетелся. 1 раз упал на кафель OnePlus 13, и у меня 2 скола на 2 боковушках такие, что я его продать не могу. Не OnePlus 13, iQOO 13. Вот так примерно сможете снимать ночью. Штатная ночная еда, 4К 60 FPS. И вот так будет выглядеть питание в Азии. Самое интересное, мне никогда не было плохо здесь за почти 3 года. И вот там. Вот эти, кстати, кабелье уже начали прятать под дорогу. На больших дорогах уже кабелей нету. Кабельного хозяйства. Почему фронталки нет смысла сейчас сравнивать? Вот посмотрите. Это фронталка OnePlus, ощущение какого-нибудь Redmi, да? Ну, не так все плохо, ладно, но близко к этому и по стабу, и по всему. Сейчас я включил сверхстабилизацию, если вы видите разницу, это прям очень круто. Потому что я ее особо со сверхстабом не вижу, но вполне возможно вы ее видите. И это хорошо. Вот. И здесь сверхстаб 1080p 60 fps. Может кому-то понадобится, если, допустим, бежать. Вот так это все будет выглядеть в движении. Насколько эффектно или эффективно, решать, как говорится, вам. Автофокус работает плавно и быстро. Ну и здесь самое интересное. Смотрите, в отличие от видео, фото, я бы не сказал, что OnePlus 13R проигрывает 14T. То есть, если мы берем, допустим, вот эту работу со светом, здесь паритет по мне. И можно сказать, что там дерево, допустим, лучше у Xiaomi получилось. Можно, но, допустим, по работе со светом, обратите внимание, OnePlus выигрывает в очень большом количестве сценариев. Это прям однозначно. Хотя местами, опять же, где-то выигрывает Xiaomi. Но, в общем, вот здесь, допустим, в этом участке, наверное, лучше Xiaomi справился, чем OnePlus. Если брать вот эту фотографию, то здесь интереснее, по мне, OnePlus однозначно. Опять же, 2 основных модуля. Ночная фотография не такая простая, потому что здесь все вот отражается, глянцевое, много темного из темного. И в целом мне понравилось, как он снеговика нам выделил по структуре. Видите, не поплыл. Если говорить про фронталки, здесь то же самое. По видео, по фронталке OnePlus, мягко скажем, ужасен. Но по фото, вот он 14T, вот он OnePlus. Я бы выбрал OnePlus. Может быть, у вас другой взгляд. 200 фотографий на 13R нащелкал, практически исходники все в моей личной телеге. Отдельно выделю сравнение. Сравнений тоже фотографий 30. Повторяюсь, если вас интересует фотография, вот эти куски, что вы сейчас слышите и видите, вы не смотрите и не слушаете. Вы идете и скачиваете исходники. Потому что мой взгляд, это мой взгляд. Это взгляд человека, который акцентирует внимание на одних вещах, а вам вполне возможно и так и должно быть важны другие вещи. В целом, телевичок у него есть.
есть ультраширик печаль, фронталка на фото не такая печаль, как казалось бы по видео. Минусы. Ужасная фронталка, старый сверхширокоугольный сенсор, тоже они достали с ним. Есть заметные фризы при видеосъемке, старый Type-C-шник USB 2.0, это печаль. Защита от влаги не топ, и вибро, я вам скажу, не такое топовое, как в тринашке. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Повторяюсь, кому реально интересно, роликов на этот смарт будет много, смотрите все, читайте комментарии. Эрка — это всегда классно, особенно когда на нее делают большие скидки, так что ждем скидок. Резюмировать я бы хотел долго, мучительно и, как всегда, стандартно вопросами. Вот смотрите, у нас есть этот смартфон, за какую цену его стоит брать? Однозначно за цену ниже, чем вы можете купить OnePlus 12, потому что, лучше двенашка получается, чем этот. Но, может быть, я в чем-то не прав, напишите, в чем двенашка тогда лучше получается. Единственное, намного хуже тем, что она старше, это однозначно. Второй момент, чтобы попробовать, что такое операционная система у OnePlus, можно купить, нардов у них много. Третий. Чего здесь нет? Быстрого Type-C-шника, нормальная защита от влаги, оптимизированного процессора, пока он почему-то не до конца оптимизирован здесь. Так как он проигрывает в фото и видео смартфону за меньшие деньги, на процентов так 30, вопрос, что вы здесь получаете. По идее, вы должны здесь получать топовое вибро, оно есть. Но оно хуже, чем в OnePlus 13, притом намного. По идее, вы должны здесь получать супербыструю оболочку, но она есть, эта супербыстрая оболочка в их смартфонах и за $250-300. Что остается в сухом остатке? Если 13R будет так же, как обычная R-серии, скидываться за приятный ценник, то тогда ее рассматривать можно, потому что тактильно смарт просто очень крутой. Есть ощущение, что он уже прям просто флагман, но чего-то здесь не хватает. Да, здесь беспроводной зарядки нет, нормальной защиты от влаги нет, быстрого Type-C-шника, повторяюсь, нет суперской съемки, но есть хоть какой-то дотелевик. Почему вы должны платить за это, как за некоторые флагманы, это вопрос. Но если он будет стоить так же, как 14T, для примера, в ту же стоимость вы вот видите рядом в магазине, то его рассматривать к покупке можно. Почему? Потому что с таким смартфоном, мне кажется, легко можно будет проходить года 4 именно для пользования. То есть не нужны вам эти камеры, не нужна вам эта супер-мега быстрая зарядка. Автономность здесь космос. Экран, вот эта вот фишка с тем, что ты можешь его использовать даже в перчатках, это прям цвет. Именно для использования смарт классный. С другой стороны, большая ли будет разница между ним и тринашкой при вашей покупке чуть-чуть позже? По стоимости это вопрос. Однозначно лучше брать OnePlus 13. Стоит ли его рассматривать людям, которые никогда на OnePlus не сидели? Однозначно нет. То есть, если хотите попробовать кислород, супер быструю и классную оболочку, лучше начинать с нардов каких-нибудь, там, четвертых, для примера. Поймете, нужно вам это или нет, и мне кажется, вы можете спокойно это дело перепрыгнуть и купить сразу флагман какой-нибудь. Поэтому от меня девайсу в отрыве от стоимости однозначно да, не в отрыве от стоимости всегда сравнивать разные категории и ваше желание. То есть, если съемка, все-таки это не топовый аппарат за свои деньги, даже близко. То есть, в эти деньги Vivo какой-то можно купить, он будет все рвать. Если игровые возможности, обходной зарядки здесь нет, как у iQOO-шек Neo 10 вспоминаем, iQOO 13 вспоминаем китайский. Поэтому у OnePlus есть своя ниша. Это люди, которые любят быструю оболочку, классное ПО, отсутствие тормозов, минимализм, потому что здесь даже дизайн минималистичный. Но в то же время это уже не дешево. Топом за свои деньги назвать можно с очень большой натяжкой и только для фанатов. Поэтому подписываемся на канал с колоколом, пишите в комментах, что вы думаете об этом смартфоне, за какие бы деньги вы бы его приобрели, советуйте, либо альтернативы, чтобы вы взяли вместо него сегодня. Я уже вам, в принципе, все рассказал. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Так, и тот, кто досмотрел, для вас маленький бонус. Это основной модуль OnePlus 13R. Первое, если вы находитесь в Европе и США, у вас там вкусные подарки. То есть, как мне пишут, сейчас за $499 в США можно купить этот телефон вместе с часами, это жир. Кто покупает в Европе, кто-то на фирмы покупает, 25% скидка, кому-то часы там за $229 в подарок, там тоже жир. Насчет того, как будет все волшебно в других регионах, обращайте внимание, что где-то, вроде бы в Индии, может не хватать бендов, если вы собираетесь это в какие-то другие регионы покупать.
Может быть это DESA, но будьте аккуратны даже с глобалками, потому что Ace это не глобалки, это китайские версии, они могут быть не перепрошиты, как, допустим, Ace 3 Pro у меня был, его надо было перепрошить, он был у меня перепрошит, но обновляться он не обновлялся, потому что прошить там можно по-разному. Инженерные прошивки или еще что-то. Второй немаловажный момент, мы сегодня его гоняли на стриме 3 часа, и при максимальном разрешении в Warzone он у нас ел 30% в час, притом яркость сбрасывалась, пусть и не люто, но до 600 люксов можете посмотреть. У него странно ведет себя автояркость, даже если она выключена, у вас где-то на вас прямой свет там на улице будет бить, он будет работать, как будто у него автояркость включена, то есть он будет задирать яркость, потом ее сбрасывать. Яркость, в принципе, может прыгать с максимальной там 1300 до 700, непонятно почему, мне кажется, что у тринашки такая же тема, прошивка странная. Вот сейчас вы видите в студийном виде не идеальное освещение, две лампы выключены, но технически работают две лампы, и вот так вы сможете себя снимать, если захотите. Направленного микрофона здесь нет, если не выставлять максимальное разрешение у экрана, то спокойно он ест 24% в PUBG New State, 22% в Genshin Impact. Притом в эти два он не сбрасывает ни яркость, ни FPS. В Warzone, повторяюсь, FPS 60 он не держит. 120 FPS он показывает в обычном PUBG. Touch хороший, но мега топовым я его не назову. Vibro хороший, но OnePlus 13 имеет Vibro лучше. И в целом смартфон могу легко рекомендовать. Опять же, вот я вам только что рассказал, какие ценники могут быть. И в долларах, хотя инфляция у доллара то же самое, он также и остался стоить. Единственное, оперативки было 16 в стоке, сейчас ее 12, но у нас внутренняя память быстрая. Про недостатки вы заметили. Если оставлять такие ремарки после уже выводов, пишите, если его еще потопить. Я потоплю его, возможно, в начале ролика на OnePlus 13, потому что здесь я не хотел его топить до стрима, а стрим я не мог делать до того, как полностью сделаю обзор, а сейчас уже темно, и в бассейн не пойти, и в общем я не очень хочу, чтобы он у меня кирпичился, если совсем честно. Но тринашку я топить буду, и послезавтра, возможно, и этот тоже в начале ролика потоплю, чтобы 13-му не было скучно. Девайсу от меня, повторяюсь, в Европе, США и других странах, где есть бонусы, однозначно, да, потому что это прям реально нормальные ценники, особенно если вы получаете реальные часы и наушники где-то. Вот. И он хорош, минусы свои есть, субфлагман серединка на половинку из-за отсутствия топовой защиты от влаги у конкурентов есть. Type-C-шник не топовый, разумеется, беспроводной зарядки нет, обходной зарядки нет. И вот то же самое, что я 5 раз повторял за ролик. И как бы кто не рассказывал про тач и все остальное, баланс здесь классный. Экран прямой, выглядит он простенько, но вот это вот, как это называется, обезличенность, это его как раз фишка. Мне она нравится, лично мне. Хотя между тринашкой по внешнему виду и 13R я бы все-таки выбрал тринашку в белом цвете. Обзор на нее на канале скоро будет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья, еще раз.